Сборная Грузии по футзалу взяла первые очки на чемпионате Европы в Латвии, Литве и Словении. Не такое уж прям большое событие, но матч был ярким, эмоциональным, поэтому решил записать эту реплику. Друзья, погнали! Всех приветствую, это по-прежнему Сандро, канал Shotted Media. Нас уже почти 23 тысячи. Если вы смотрите регулярно, но не подписывайтесь, самое время это исправить. Кнопка подписаться внизу. Друзья, что сегодня хотел бы вам рассказать? Хотел поделиться эмоциями после игры чемпионата Европы. Второй тур. Грузия играла с Хорватией. И поражение в этом матче перечеркивало все надежды. И я думаю, что очень хорошо это понимал тренер и команда в целом. И, наверное, это даже где-то мешало в начале. Потому что мы помним матч против сборной Латвии. Хорошо Грузия начинала, пропустила такой дурной гол с углового, кучу моментов не реализовала. Потом второй, третий я уже, честно, выключил. Я не хотел, даже желания не было что-либо записывать, какую-то реплику после той игры, потому что игра была провальной. Причем провальной прежде всего по результату, даже не потому, как она складывалась. Ну и ошибок вроде не так было много. Просто Латвия с ее итальянским тренером сыграла дисциплинированно. Но посмотрите, что сегодня с этой сборной случилось. 5-0, победа Франции, просто унижение, полный разгром. И, знаете, я вообще футзал не так много смотрю, но вот после этих двух матчей, что я посмотрел, кажется, что здесь не то чтобы случайность, но какой-то фактор везения, удачи, он периодически даже больше, чем в футболе, как мне кажется. Моментов много, да, мы видели, как Аслани сегодня спасал, и мы к этому вернемся, но, тем не менее, вот если ты забиваешь какой-то гол, ты сразу можешь играть от обороны, и игра складывается совершенно по-другому, вот что было в случае с Латвией, то есть они просто обороняли уже свое преимущество, что у них получилось, и потом еще приумножить. Конечно, у Автандила Асатиани, главного тренера сборной Грузии, было не так много вариантов, что менять. Ну, в первую очередь, наверное, он говорил сегодня футболистам о том, что нужно меньше пропустить и постараться зацепиться за очки, конечно, в идеале выиграть. Но, знаете, начало было не обнадеживающим. Очень много моментов у ворот сборной Грузии, а сама сборная Грузии практически не выходила на чужую половину. Мне еще в первом матче бросилось, что игра в пас была какой-то проблематичной, знаете, то ли это волнение, то ли несыгранность, я не знаю что. Ну, мяч вот терялся буквально. Одна-две передачи, либо плохая обработка, либо игрок не успевает. И атаки, по сути, не получались. Вратарь постоянно забрасывал куда-то мимо, выше, в ауты. Это были проблемы первого матча, и они продолжились в самом начале тайма уже игры второй. И здесь, наверное, такой гром среди ясного неба. Это гол с углового. Причем я, когда в прямом эфире этот гол смотрел, я не мог понять вообще, что случилось, потому что футзал такая быстрая игра, все очень быстро происходит. Вот, и случилось уже это на 6-й минуте матча. Джаварашвили исполнял угловой, и фактически в итоге этот гол записали на Секулича, который ногу подставил, и мяч вот таким рикошетом влетел в угол. Сенсация, реально, потому что 6-я минута, практически нет шансов у сборной Грузии, и вот он гол. И потом на авансцену выходит Али Аслани, фериданский грузин. Я вообще не знал, что такое Ферейдан и где это находится, но вот спасибо Али, теперь я чуть больше знаю про историю Грузии. И, кстати, кто-то из вас в комментариях писал, что он албанец, кто-то думал, что он натурализованный иранец. Но нет, я смотрел после матча интервью, он говорил на прекрасном грузинском, которым я пока не владею, но перевод я посмотрел. И вообще стоит отметить, что после игры все футболисты сборной Грузии, они говорили про единство. Да, даже тот же Аслани говорил, да, конечно, я там отбивал, но если бы не партнеры по команде, и я здесь, наверное, присоединюсь, потому что отбивать можно сколько угодно, но забивать-то надо. И если бы эти два мяча сборная Грузии не забила, то был бы счет 0-2. И все эти сейвы Аслани мы бы сейчас, ну, может быть, и вспоминали, но лучшим игроком матча вряд ли бы он был. Так вот, первый тайм продолжался, и по его течению я вот, знаете, себе сказал, ну, хорошо, если Грузия этот победный счет удержит 0-1, потому что было очень тяжко, просто одна за одной атаки хорватов, они еще здоровые лбы, они быстро мяч перекатывают. Кустура, он в итоге мяч единственный хорватский забил в первом тайме, счет сравнял 1-1, и, к счастью, для сборной Грузии больше голов в этом тайме не было. Я помню, что в какой-то момент как раз-таки Автандил Асатиани посматривал на табло и думал, господи, сколько еще играть, не пропустить бы побольше. Мне кажется, что он так думал.
Вот. Но в итоге закончили 1-1, и второй тайм начинался похожим образом. Опять куча атак сборной Хорватии, забивают они второй мяч. И вот, знаете, здесь в какой-то момент мне показалось, что все, потому что каким бы крутым Аслани не был, а он продолжал отбивать, спасать во всех ситуациях, накрывать удары, дальние удары отбивать, пытался даже начать атаки, что у него не так хорошо получалось, но он был действительно ведущим игроком сборной Грузии, и, наверное, когда уже при счете 2-1 он выручал раз за разом, и вот тут ставят пенальти в ворота сборной Хорватии. Причем, кстати, стоит похвалить вообще систему футзальную, что есть такое понятие челленджа. Там разыгрывали штрафной игроки сборной Грузии, и удар был по воротам, мяч попал в руку, и как будто бы, знаете, рефери этот момент не заметили. Но тренерский штаб сборной Грузии, игроки сразу начали показывать, что, ребятки, рука-то была, кинули карточку челлендж посмотрели. Причем реф очень долго смотрел. Я не знаю, что он там смотрел. То ли наличие руки, то ли то, что она была в штрафной или нет. Я посмотрел буквально через 10 секунд, думаю, пенальти, очевидно же. Нет, посмотрели 10 повторов. Еще, знаете, забавная история, что рефери всегда после просмотра челленджа, они вот так вот делают, типа, да, брат, мы приняли решение, Я не знаю, зачем они это делают, но вот так вот они сделали. И да, на точку поставили. Кажется, вот он шанс, 1-2, забивай не хочу, но, к сожалению, здесь, наверное, переволновался игрок сборной Грузии, пробил фактически во вратаря, и счет остался прежним 1-2. Вот здесь я опять подумал, что, наверное, тяжело будет этот матч спасти, и тем не менее, знаете, вот этот нереализованный пенальти, он как будто бы добавил даже уверенности, какой-то наглости сборной Грузии, потому что, либо сейчас ты забиваешь, либо никогда, либо едешь, собираешь чемодан уже после этого матча, и, возможно, об этом и говорил как раз-таки Асатиани, главный тренер сборной Грузии, и вот как-то раскрылась команда в последние, наверное, 5-7 минут тайма. В итоге какие-то финты пошли. Допустим, вот это действие вошло в число самых ярких моментов игрового дня. И вот этот зидановский финт раз за разом, который разные футболисты сборной Грузии повторяли, он действительно достоин внимания, потому что на фоне мощных хорватов, которые быстро в касание мяч перекатывали, они, конечно, так не финтили, но контроль мяча у них был получше, и корпусом они хорошо работали. Вот этот финт, конечно, прям он стоял особняком, и он действительно запомнился. За 5 минут до конца Чавтадзе покатил на Кевкеле, и так счет в матче стал равным, 2-2. Хорваты этого явно не ожидали, и опять принялись штурмовать ворота. Но, знаете, вот эти последние 5 минут, они были настолько равными, мне кажется, и Грузия там вполне могла забивать. Были моменты хорошие, но, к сожалению, не получилось. И, конечно, точкой в этом матче мог стать пенальти в ворота сборной Грузии. Вот эти вот мощнейшие нападающие хорватские, раз за разом они опирались на грузинскую оборону, и мне хотелось посоветовать грузинским футболистам просто отойти в сторону, потому что, упадет просто человек. Они, знаете, прям руками опирались на защитников. В принципе, вы это в повторе можете посмотреть. На Первом канале, кстати, трансляция матча была на Ютубе, и запись есть. Я в ссылочке оставлю. Кому интересно, можете пересмотреть, кто вдруг не видел. Так вот, в итоге защитник сборной Грузии откровенно потянул игрока хорватского, поставили пенальти. Судьи пошли, они поставили сразу пенальти, но пошли все-таки посмотреть телевизор. Видимо, это понравилось. Пятюнички отбили потом после этого, но поставили на точку. И вот это, пожалуй, был уже ключевой эпизод матча. Аслани опять не дергается, стоит до последнего, отбивает удар, защита подстраховывает, и, в общем-то, все. В концовке уже там таких прям супер моментов не было у хорватов, и у Грузии, впрочем, не было. 2-2. В итоге сборная Грузии набирает 1 очко, и как будто бы ничего оно не дает в контексте победы французов со счетом 5-0. Посмотрите на таблицу. Грузия сейчас по-прежнему на последнем месте. И, конечно, тяжело представить, но сборной Грузии нужно обыгрывать французов хотя бы в 2, а может быть и в 3 мяча. Вот посмотрите, если... Я не знаю, как там будут считать разницу мячей, но, скорее всего, будет, наверное, разница мячей личные встречи. Грузия проиграла Латвии 0-4, и теперь получается, что хотя бы в 3 мяча надо обыгрывать Францию, и то тогда будет равенство забитых пропущенных с Латвией. Если там личные встречи, тогда Латвия пойдет, а у хорватов на 1 очко больше. Расклады самые разные, и пусть даже не так много шансов пройти дальше. Мне кажется, что матч против Франции нужно включать. Это будет в среду в 19:30, если я не ошибаюсь.
Включайте, смотрите, болейте за эту сборную. Мне кажется, сегодня она доказала, что это не пустая трата времени и не потеря времени смотреть за этой командой. Аслани и Асатиане поздравляю с этим матчем, с этим результатом. Ну, жаль, что не победа, но с другой стороны, это действительно героический матч. 33 сейва у Аслани, напомню, это очень круто. Друзья, всем хорошего дня или спокойной ночи, не знаю, нахвамтиться.